В замок мы ездили в середине мая, это было 13 мая, выходной день, поэтому за окном еще виден цветущий рапс. Сейчас рапс уже, конечно, отцвел, сейчас уже начало июля, а направляемся мы в замок Боденштайн. На протяжении 900 лет он стоит в окружении лесов и омских гор. И этот средневековый замок стоит на холме в горах на севере Ахсфельд, федеральной земли Тюрингия в Германии. И вот мы уже выехали из Нижней Саксонии, едем по земле Тюрингия. И хоть в Нижней Саксонии, хоть Тюрингия, везде перед глазами одни и те же прекрасные ландшафты. Это горы, возвышенности все в лесах, поля с рапсом. Вот, а мы едем по навигатору и не успели вовремя свернуть, поэтому, чтобы не возвращаться, поменяли маршрут и едем проселочной дорогой, полями. Вот сейчас еще и в лес въедем, но благополучно выехали к крепости Боденштайн. Вот виден указатель 300 метров до крепости. Оставили здесь на бесплатной стоянке машину и направляемся к крепости Боденштайн. Я уже сказала, что съемка велась в середине мая, и поэтому каштаны только-только зацветали. Вот такая красивая майская зелень и прекрасные цветы каштанов. Здесь белые каштаны. А мы идем дальше и, согласно указателю, прям подошли к этому замку. Вот он уже перед нашими глазами. Я уже много раз говорила и показывала, что мы во многих замках были в Германии. Это и Вартбург, Вернигероде, Мариенбург. Вот все замки разные, но каждый замок по-своему красив. Вот история этого замечательного строения началась с роли пограничного поста между западногерманским племенем франков и древнегерманскими племенами саксов. Крепость построена из природного камня и выполняла роль штаб-квартиры саксонской династии на севере. Предварительно первым, кто управлял этим местом, как крепостью, был герцог Саксонии Генрих I Птицелов. Это место было призвано защищать франкские земли от венгерских набегов. Вот мы уже подошли к самой этой крепости. Мы здесь пока одни. Я уже тоже не раз говорила, что мы, если путешествуем, то очень рано путешествуем. Сейчас, скорее всего, около 9, максимум 10 часов утра. Вот мы подходим уже к воротам этой крепости, и открываются прекрасные, красивенные пейзажи с горами, с холмами, с лесами. Я уже говорила, что это крепость на холме, поэтому очень хорошие виды открываются. Это мост. Видно, что он на цепях поднимается. Вот такой вот вход в эту крепость. И вот прямо над входом есть такая табличка: Бург Боденштайн. Крепость Боденштайн. И пройдя в эту арку, мы оказываемся во внутреннем дворе. Не могу сказать, что... Да, мы здесь одни, но не могу сказать, что тишина. Очень хорошо слышно пение. С верхних этажей доносится. И видно, что стоят велосипеды. Конечно же, здесь есть люди. И вот на стене крепости вижу такую мемориальную доску и читаю. Читаю, что здесь написано. Вилко Левин – это первый губернатор провинции Саксония, 1876-1900 год. Солнечные часы. Мы идем дальше. Видим, открыта дверь, но табличка только для гостей. Поэтому не заходим, а любуемся внутренним убранством этого замка изнутри сами.
Вот, видим второй этаж, деревянная веранда, фахверные строения вверху. Вот такая красота. Здесь вот сейчас будет за углом ресепшн, но дверь тоже закрыта. Вот здесь есть экскурсии, но в определенное время. Этот замок переходил из рук в руки, часто перестраивался. И вот до тех пор переходил из рук в руки, пока в 1448 году этот дворец не перешел во владение династии Винцегероды, вот в честь которых и названа деревня, которая вот находится в долине перед этим замком. Замок является образцом классической готической крепости, но, повторюсь, он много раз перестраивался. В 1971-1989 годах замок, потеряв свое стратегическое значение, стал местом общественного отдыха. Сегодня это место для проведения семинаров и конференций. И, возможно, здесь сегодня как раз и состоится одно из таких мероприятий. А это ручка на воротах замка, и я по традиции эту ручку потрогала. Вот такие петли, двери из двух частей, вход в замок, все вымощено камнем. Здесь вот такое окно за решеткой, и открываются прекрасные виды на деревню Винцегероды, которая внизу, на парк, на зону отдыха вокруг этой крепости и прекрасная, красивая Тюрингия. И вот еще, что мы тут увидели. Вот это место как раз и говорит о том, что первоначально это была крепость. Это был пограничный пост. Ну, все мы знаем, что это такое, правда? Вот. А мы осматриваем замок дальше. Вот фахверный верх. И не удержалась. Хочу показать вам туалет, который находится на территории этой крепости Буденштайн. Ни в одном из туалетов я не видела такой подробной инструкции, как правильно надо помыть руки. Не буду вам переводить по картинкам, все предельно ясно. Все предельно ясно. А мы спустились уже вниз и хотим обойти этот замок, эту крепость по периметру у подножия этого замка. Вот видно, что оно вымощено камнем, эта дорожка. Проходим еще через одну арку и оказываемся вот в таком зеленом обрамлении. Это прекрасное место, парк. Здесь много, сколько тут? 2 или 3 детские площадки. Вот. В начале 90-х годов 20 века здание еще раз реконструируется и восстанавливается. Теперь это еще и семейная гостиница с налетом средневековья. А первое упоминание о архитектуре сооружений было найдено в документах аж в 1275 году. Сегодня в замке отеле 40 оборудованных и комфортных номеров. В замке все предусмотрено для семейного отдыха. В просторном саду, вот, который мы видели по всему периметру этого замка, несколько детских игровых площадок, есть открытая сцена, здесь проводятся семейные детские программы. А рядом с Буденштайном есть большой современный спортивный комплекс. Возле него мы как раз припарковали машину. Сегодня в замке находится место семейного отдыха и собраний Евангелийской церкви Центральной Германии. А мы идем по контуру этого замка, и поскольку он находится на возвышенности, на холме,
Вот такие чудесные склоны в зеленой листве, в красивых цветах, слышны голоса, свет. Да, там что-то сегодня, какое-то мероприятие происходит. Вот еще одна детская площадка. Да не только детская площадка, а и зона отдыха. Здесь я сначала подумала издалека, что это фонтан, а нет, здесь можно развести огонь. Вот так красиво со стороны смотрится этот замок Буденштайн, подпорные стены. Все в цветущей красивой зелени, в цветах. И вот с этой площадки, с этой точки очень хорошо видна внизу деревня Винцегероде, которая получила название от династии, которой в 1448 году перешла эта крепость. Вот она, красивая немецкая деревня. Это май месяц, середина мая, сирень, вовсю цвела сирень. Запахи, ароматы такие чудесные здесь. Видно, что ясный солнечный день, но не очень жарко. Это как раз очень хорошо для экскурсий, для путешествий. И вот поскольку все-таки мы на высоте находимся, приятный ветерок. Приятный ветерок нас сопровождал все это время. Вот видны огромные подпорные стены. А мы, когда обходили этот замок, увидели в самом начале качели. Качели и решили к ним вернуться. Здесь видели много кустов роз, но розы еще не цвели. Еще рано было. Видно, что здесь продолжаются строительные работы, строительный кран, но выходной день, и никто сегодня не работал. Была тишина. Вот ходили в полной тишине. Сначала только слышали пение, а потом голоса людей. Вот эти розы, они только обвивают арки, еще пока не цветут. Вовсю цвели одуванчики. Одуванчики, которые наводили красоту на зеленой лужайке. И вот с какой бы стороны ни посмотрел на эту крепость, со всех сторон она одинаково красива. Ну, а я, любитель покататься на качелях, катаюсь на качелях, и мы отправляемся домой. Всем всего доброго. Пока.